естественно, событие номер один – это переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной. Уже третий раунд. Продолжались они аж целых 38 минут, а может быть и меньше. Перед переговорами якобы состоялась встреча Мединского и Умерова, двух руководителей делегаций, закрытую во дворце Чираган в Стамбуле, тет-а-тет, которую украинская сторона опровергла. Якобы не было такой встречи. Но вот турки говорят, что была еще встреча натрое, где к Умерову и Мединскому присоединился Фидан, министр иностранных дел Турции. При этом и самое интересное, что предполагалось на переговорах, как сообщили осведомленные источники до их начала, обсуждение возможного визита Зеленского на переговоры в Пекин, где также будут присутствовать Путин и Си Цзиньпин, и туда же подскочит Трамп. Вот это, конечно, была бы бомба. Это была бы сенсация мирового уровня и признак того, что стороны действительно решили о чем-то договориться. Но по их исходу было объявлено, что на самом деле стороны договорились об обменах гражданских и военных лиц. Украина предложила России обсудить прекращение огня прямо немедленно, сейчас и на всем фронте. Россия в ответ предложила Украине небольшие перемирия на локальных участках фронта на несколько часов, там от 12 до 48, для сбора тел убитых. Ну, 48, наверное, потому что киллзона 20 километров, простите, чтобы ее обшарить, много времени нужно. Ну и очень забавно, что таки Украина предложила провести встречу Путина и Зеленского до конца августа. Неизвестно зачем и что они там будут говорить, стебаться, что ли, устроить скандал, как Зеленский с Трампом устраивал. Может, он еще перед телекамерами набросился бы на Путина с кулаками, надавал бы ему по башке. Это был, конечно, номер. Да, прям как в том анекдоте: если бы я имел коня, это был бы номер, а если бы конь имел меня, я бы, наверное, помер. Но это какое-то вот совсем уж смешное завершение российско-украинской войны, хотя я бы был бы не против это увидеть в прямом эфире. Вот. Но реально у нас по итогу того, что было, вот интересная информация по поводу переговоров о судьбах детей. Украина передала России 339 фамилий детей, которые были вывезены в Россию. Об этом заявили представители российской делегации на пресс-конференции по итогам этих самых переговоров в Стамбуле. Причем цифра что-то подозрительно напоминает ту, которая уже раньше фигурировала по предыдущим переговорам. Типа мы тоже уже слышали 330 там с чем-то. В ответ делегация России в Стамбуле передала Украине список детей из 20 человек, которые должны вернуться в Россию из Украины и, внимание, почему-то из Европы в Россию. Русских детей из Европы. Вот. После этого Мединский объявил, что в списке из более 300 детей, которые Украина передала России, есть значительная часть тех, кто в России никогда и не был, а еще 50 оказались и вообще не детьми. Что как бы еще раз намекает, что список-то не сегодня передали, а бог знает когда. Украинцы обиделись и заявили, что они вообще не намерены передавать России в рамках обмена гражданских лиц и детей, но намерены таких у русских их получить. Ну, еще Умеров сказал, что Россия должна признать, что нужно заключать перемирие. Ну, иди, скажи это. У тебя есть фронт в 1300 километров и оружие. Вперед из песни, господин Умеров. Вопросы, кто кому должен, на войне решаются исключительно таким способом. А если ты о чем-то хочешь договориться, то обычно используются более вежливые формулировки. Ну, короче, все, друзья мои, больше ничего нет про эти переговоры. Поговорили, как воды напились, гласит о подобных встречах русская поговорка. Правы оказались те, которые предупреждали, что ни о чем не договорятся, что это очередное отбывание номера для великого и ужасного Трампа, перед которым Зеленскому предстоит заискивать, хотя он его и пытается пнуть под столом. А Путин считает, что ему незачем злить Донни, полезного Донни, который может ведь так хорошо послужить делу России. И, соответственно, что ему можно прям присвоить имя и должность. Дональд, понимаешь, Федорович Трампов.
видимо, уже подполковника ФСБ России по совокупности заслуг. Подполковник, да. Ну, короче, вот такие у нас переговоры в Стамбуле.